Привет, ребята! В этом выпуске я хочу рассказать вам еще об одной интересной древней каменной гробнице в Китае под названием Бэйдуншань. Это место захоронения короля, который умер более 2100 лет назад. Она состоит из двух уровней, построенных в совершенно разных стилях. Удивительно, но я обнаружила, что эта гробница имеет 4 удивительных характеристики, похожие на древний храм Осирион в Египте. Бэйдуншань находится в городе Сючжоу в Китае. В этом городе есть по крайней мере 8 древних гробниц царей династии Хань. Он изобилует богатым культурным наследием. В своем последнем видео я обсуждала каменную гробницу Гуйшань, которая находится в том же городе. Династия Хань правила на протяжении 4 веков с 206 года до нашей эры и по 220 год нашей эры. Бэйдуншань несколько раз грабили, но некоторые потрясающие артефакты сохранились, в том числе нефритовые бляшки от королевского костюма. Нефритовый костюм был частью ханьского погребального обычая. Найденные в гробнице монеты датируются 175-128 годом до нашей эры. Подобно другим каменным гробницам, пещера Бэйдуншань также была высечена в гранитном холме. Пещера демонстрирует передовые каменные работы и невероятную точность. Она считается самой сложной гробницей царей династии Хань. Уникальность Бэйдуншань в том, что у нее есть два уровня. Основной уровень и нижний уровень, также известный как вспомогательный комплекс. Оба уровня были построены совершенно разными методами. На основном уровне находился царский гроб. Этот этаж был высечен в гранитном холме полусимметрично. На этой старой фотографии, сделанной до раскопок гробницы, мы видим, что вход выглядит иначе, чем сегодня. Это фото заставляет задуматься, были ли реконструированы передние части гробницы, включая вход на нижний уровень. Поэтому я остановлюсь только на камерах, которые расположены за главным входом. Потому что они остаются минимально восстановленными и лучше представляют собой оригинальную каменную пещеру. Не обращайте внимания на цементный потолок и швы между блоками, как показано на этой фотографии, потому что это было добавлено недавно. На главном уровне расположено несколько камер с двускатными потолками, созданных с поразительной точностью. Каменная отделка настолько гладкая, что кажется отполированной. Здесь были выполнены некоторые ремонтные работы, хотя мы все еще можем видеть, что комнаты были полностью высечены в камне. Камеры были окрашены киноварью, веществом красного цвета, от которого остались следы. Пожалуйста, обратите особое внимание на соединительные линии. Они были идеально выполнены и очень четкие. Эти камеры были сделаны из гранита, очень твердого камня, равного по твердости высокопрочной стали. Сегодня для обработки гранитных плит мы используем мощные алмазные инструменты или станки для гидроабразивной резки камня. Каким образом сверлом, диском или струей воды можно сделать каменные двускатные потолки? Нашим сегодняшним инструментам будет очень сложно повторить эти камеры с такой же точностью. Если у нас сегодня так много проблем с воспроизведением подобных пещер, то как тогда древние люди 2100 лет назад с помощью ручных инструментов смогли сделать эту невероятно трудоемкую работу по камню? Это действительно хороший вопрос. Нижний уровень находится за воротами гробницы, и к нему ведет лестница. Китайские археологи утверждают, что этот уровень был задуман как центр развлечений и снабжения короля в его загробной жизни. Этот уровень был построен из каменных блоков, а не вырезан в скале. Блоки имеют разные размеры и собраны на строительном растворе. Некоторые промежуточные стены сделаны из более крупных каменных блоков, а некоторые торцевые стены вырезаны из камня. Нижний уровень выглядит грубым и примитивным, в отличие от чистого среза с лазерной точностью, которые мы видим на верхнем уровне. Если каменщики короля были первоначальными строителями, почему они не построили оба уровня одинаково? Почему король вообще согласился на такие контрастные стили? Я считаю, что это означает, что эти две постройки были построены разными рабочими в разные эпохи. Я предполагаю следующий сценарий. Более 2100 лет назад люди короля обнаружили каменную пещеру на главном уровне и, возможно, руины на более низком уровне. Это место, вероятно, считалось священным и стало гробницей короля. Каменщики короля повторно использовали обрушившиеся каменные блоки и как смогли восстановили то, что там осталось в аналогичной архитектурной манере. Кто-то может подумать, что все может быть наоборот. Нижний уровень был построен раньше основного, так как он демонстрирует более примитивную конструкцию.
а основная пещера заметно лучше нижнего уровня, поэтому она была создана позже с использованием улучшенных методов. Я не согласна. Думаю, сначала был построен основной уровень. Потому что если бы у королевских каменщиков была возможность вырезать гладкие пещеры, они бы использовали ту же технологию для вырезания нижнего уровня. Они не будут повторно использовать или перерабатывать старую неочищенную структуру. Это все равно, что построить новый особняк, сохранив при этом старый гараж. Это бессмысленно. Кроме того, разница в кладке между основным и нижним уровнями весьма существенна. Должны ли мы верить, что при жизни короля технологии развились настолько, что смогли перейти от грубого строительства к сложным пещерам? Для сравнения, нам потребовалось около 2000 лет, чтобы совершить такой большой технологический скачок от штабелирования каменных блоков к возможности точно вырезать гранитные камеры. Вернемся к основному уровню, поскольку именно здесь я обнаружила сходные черты с древнеегипетским храмом Осирионом. Первое. Подобие каменных замков. В Байдуншане в коридоре мы видим очевидные каменные замки между двумя сложенными блоками. Эти 8-тонные блоки были использованы для перекрытия входа. Подгонка между блоками очень точная, с острыми прямыми углами, что требует сложной отделки камня. А вот храм Осирион. Он был построен на более низком уровне, чем фундамент стоящего рядом храма Сети I, правившего 3100 лет назад. Для сравнения посмотрите на эти фотографии. Каменные блоки Осириона намного больше, но замки на блоках выглядят одинаково. Подгонка замков на обоих участках очень точная и с минимальными зазорами. Это типичное замковое соединение, обеспечивающее стабильную фиксацию. На фотографиях мы видим, что замки Осириона выглядят как шип и ответный паз, в то время как в Байдуншане используется шпунт и ответная канавка. В настоящее время мы используем такое соединение в основном по дереву и намного реже по камню. Как мы видим, сделать этот шов из твердого материала непросто. На одном блоке нужно пропилить длинную узкую канавку, а на другом изготовить прямой узкий выступ. Эти две детали должны хорошо подходить друг к другу, чтобы фиксация работала. Но как рабочим 2100 лет назад удалось выполнить эту удивительную задачу? Древние китайцы не были экспертами в каменном строительстве, как египтяне, греки или римляне. Об этом свидетельствует тот факт, что немногие сохранившиеся древние китайские каменные сооружения далеко не так старые и впечатляющие. Однако каменные стыки в Байдуншане убедительно свидетельствуют об обратном. Так были ли ханьские каменщики настоящими создателями каменной пещеры? Или они просто унаследовали ее? Второе. Подобие двускатных потолков. Сложные каменные двускатные потолки – большая редкость среди древних памятников. Я нашла несколько в Китае и Египте. В гробницах в Китае, которые принадлежат к группе особых пещерных гробниц, таких как Байдуншань и Гуйшань. А в Египте они встречаются в камерах пирамид. Осирион тоже очень похож, но он не пирамида. Каменные потолки пещер в Байдуншане были вырезаны прямо из камня, а потолки Осириона были сделаны из плотно подогнанных каменных блоков большого размера. Две великие пирамиды Гизы имеют камеры с двускатными потолками из каменных блоков. Например, покой царицы в пирамиде Хефрена. В Саккаре есть еще две пирамиды – пирамида Тетти и пирамида Унуса из Древнего Царства. Там также имеются двускатные потолки. В этих двух пирамидах есть знаменитые тексты, вырезанные на стенах под потолком. Сравните эти места. Потолки выглядят практически одинаково. Такой сложный каменный двускатный потолок в древности был редкостью. Вот еще несколько конструкций с треугольными потолками, хотя у них разные методы строительства и разные углы наклона. Если вы знаете какие-либо другие древние памятники с каменными двускатными потолками, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Третье. Подобие циклопических стен из каменных блоков нестандартной формы. Некоторые стены основного уровня в Байдуншане сделаны из каменных блоков разной формы с очень плотными швами. Эти каменные стены были построены из блоков,
которые выглядят изготовленными по индивидуальному заказу или отформованными с идеальной подгонкой каждого блока по месту. Подобные циклопические стены мы видели по всему миру, включая Перу, Египет, Грецию, Италию и Японию. Это первое китайское место, где я обнаружила такие каменные стены. К сожалению, у нас мало фотографий из Бэйдуншань, которые мы могли бы изучить. По крайней мере, мы можем видеть плотные швы и особую деталь полигонального соединения. Специальную подрезку на одном из блоков. Мы также можем увидеть блоки необычной формы, которые также являются характеристиками циклопических стен. Гигантские каменные стены Осириона также имеют полигональные швы между блоками. Вполне возможно, что каменные блоки на обоих участках были сделаны так для того, чтобы сцепляться швами, как, например, строения в Перу и других регионах. И они были так хорошо спроектированы, что пережили землетрясения и другие стихийные бедствия на протяжении тысяч лет. Четвертое. Подобие больших следов от инструмента. Я обсуждала эти отчетливые следы инструментов в своих предыдущих видео. Просто поразительно видеть, что они встречаются в стольких местах. Большинство стен и потолков в главном уровне Бэйдуншань являются гладкими. Тем не менее, на некоторых потолках видны одинаковые параллельные следы инструментов, похожие на следы, которые мы видим в Баальбеке, Петре, памятнике Иншань и многих других древних местах. Что еще более важно, все они имеют общие характеристики со следами от современных машин. Похоже, что камеры в Бэйдуншане сначала были раскопаны с помощью черновых машин с зубьями, которые оставили следы в виде гребней и бороздок. Затем была использована машина для чистовой отделки, чтобы получить гладкую поверхность. А как насчет Осириона? Издалека блоки Осириона выглядят гладкими. Но на некоторых снимках определенных блоков крупным планом мы можем увидеть те же следы от инструментов. Означает ли это, что каменные блоки в Осирионе были добыты с помощью подобных черновых машин, прежде чем они получили гладкую отделку? Поскольку в Бэйдуншане и в Осирионе есть незаконченные камни, то вполне возможно, что оба проекта были не закончены. Каменная пещера в Бэйдуншане демонстрирует высокотехнологичную кладку, которая легко конкурирует с современными технологиями. Люди 2100 лет назад, используя только ручные инструменты, не смогли бы этого сделать. Так была ли пещера построена доисторической развитой цивилизацией? Нам говорят, что Бэйдуншань и Осирион, вероятно, вообще никак не связаны. Однако схожие характеристики конструкции могут свидетельствовать о существовании неизвестной развитой глобальной цивилизации с очень сложными технологиями. Некоторые могут подумать, что это надуманная псевдоархеология. Но давайте займемся математикой. Наша текущая известная история насчитывает около 6000 лет, что составляет лишь небольшую часть истории человечества. Большинство ученых думают, что люди, похожие на нас, анатомически современного Homo sapiens, появились не менее 130 тысяч лет назад. Их мозг достиг сегодняшних размеров. Анатомически они были такими же, как мы, и потенциально такими же умными, как мы. Таким образом, 130 тысяч лет современной истории человечества минус 6 тысяч лет, известной в настоящее время, означает, что существует 124 тысячи лет неизвестного времени. Гёбекли ТП возрастом больше 10 тысяч лет уже доказывает, что были цивилизации, которые существовали за пределами нашего понимания. Наши 6 тысяч лет – это всего лишь около 5% современной истории человечества. Чего могли добиться наши предки за свои 95% истории? Неужели это так невероятно, что до нашей цивилизации были и другие развитые цивилизации? Иначе как еще мы можем все это объяснить? Пишите ваши мысли в комментариях. Это любопытное существо. Я Тина. И в мире осталось еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.